Я шел по лесной тропе через заповедник, когда внезапно сверху раздался тонкий пронзительный писк. В следующую секунду что-то темное стремительно упало прямо на меня. Я инстинктивно вытянул руки и успел поймать маленький комок перьев. В ладонях дрожал птенец белоголового орла, совсем крошечный, не старше 2 недель. Он жалобно пищал и широко раскрывал клюв, требуя еду. Подняв голову, я заметил огромное гнездо на высокой сосне прямо над тропой. Но взрослых птиц рядом не было, и вокруг стояла тревожная тишина. Осмотрев птенца, я понял, что серьезных травм у него нет. Однако малыш сильно замерз и страдал от жажды. Я осторожно капнул ему немного воды на клюв, и орленок жадно проглотил каждую каплю. Потом пришлось искать пищу. Под корой старого дерева я нашел личинок жуков-короедов. Птенец начал есть с невероятной жадностью и быстро успокоился. Но было ясно, один он не выживет. Орлы никогда не бросают гнезда без причины, значит, с матерью что-то случилось. Я спрятал малыша под куртку и направился к машине, размышляя, где может быть взрослая птица. Вдруг орленок резко изменил поведение. Вместо тихого писка он начал издавать громкие тревожные крики и метаться у меня за пазухой. Я остановился и прислушался. Сквозь шум ветра донесся слабый орлиный клёкот, словно зов о помощи. Я свернул с тропы и пошел на звук. Чем ближе мы подходили, тем громче кричала взрослая птица, а птенец отвечал ей. Вскоре лес расступился, и я вышел к дороге. Там, на старом столбе линии электропередачи, в оборванных проводах висела взрослая орлица. Она запуталась лапой в металлической петле и беспомощно билась крыльями вниз головой. Сразу стало понятно, что произошло. Во время охоты птица зацепилась за старые провода. Чем сильнее она пыталась освободиться, тем сильнее затягивалась ловушка. Несколько часов орлица висела без воды и сил, а ее птенец оставался один в гнезде. Именно поэтому малыш выпал вниз, пытаясь спастись от голода. Я немедленно позвонил в службу спасения. Пока ехали пожарные, пытался помочь сам, используя длинную ветку, но достать до птицы было невозможно. Орлица слабела буквально на глазах. Через полчаса приехала пожарная бригада. Спасатели быстро установили телескопическую лестницу. Старший пожарный поднялся наверх в защитных перчатках и осторожно начал освобождать лапу птицы из проводов. Орлица испугалась и стала биться еще сильнее, но мужчина спокойно разговаривал с ней, стараясь не причинить вреда. Наконец, ловушка поддалась, и птицу удалось освободить. Когда ее спустили вниз, стало видно, насколько серьезно повреждена лапа. Кожа была разорвана, рана кровоточила, а птица тяжело дышала от истощения. Я сказал, что имею медицинское образование, и попросил аптечку. Мы промыли рану, обработали ее антисептиком и аккуратно наложили повязку. После этого я достал орленка. Как только мать увидела малыша, она тихо издала хриплый звук, а птенец сразу прижался к ее крылу. Даже спасатели на мгновение замолчали, наблюдая за этой встречей. Было решено отвезти птиц в реабилитационный центр для диких животных. Там ветеринар осмотрел орлицу и сообщил, что при хорошем уходе она полностью восстановится примерно через 1,5 месяца. Все это время мать и птенец находились вместе в просторном вольере. Спустя 7 недель мне позвонили из центра и сообщили, что орлица здорова, а орленок заметно окреп. Настал день выпуска. Мы вернулись в тот самый заповедник, где все произошло. Я открыл переноску возле знакомой сосны. Орлица осторожно вышла наружу, расправила огромные крылья и спустя секунду взмыла в небо. Подросший орленок попытался последовать за ней. Его первый полет был неуклюжим, но он все же смог подняться на нижние ветви дерева. Мать села рядом и коснулась его клювом. Через несколько минут обе птицы добрались до своего гнезда высоко на сосне. Лес снова наполнился громкими криками орлицы, на этот раз не тревожными, а победными. Я еще долго смотрел на вершину дерева и думал о том, как легко человеческая беспечность может погубить жизнь диких животных. Но в тот день рядом оказались люди, которые не прошли мимо чужой беды.